У нас тут в речке в Сепальке очень много тонуло людей. В этой реке Сепальке живет щука-русалка. Он стал проходить, и она повернулась и стала манить, что иди сюда, иди. Шлепок такой по воде. И что это круги пошли. И мы сделали этот обряд. После этого не стали тонуть люди. Как я помню с детства, у нас все разговаривали на компермяцком языке. Я думала, что дети знают. Дети не знают ничего уже. У меня вот знакомые были, что у них дети вот куда-то ехали, если учиться, что их считали, что они отсталые, что они грязные. Даже если вот, например, я начинаю где-то говорить, что ой, компермяцкий язык – это наш родной язык, и говорят, зачем? Это столько позору когда-то было с нами, и чтобы с нашими детьми так же было. Если я разговариваю уже на русском языке, надела компермяцкий костюм, то кто я? Это не только потеря языка, это потеря нашей культуры. Меня зовут Мелехина Вера Петровна, я компермячка, урожденная, наверное, как я считаю, так как мои родители, мои деды были компермяками. Я работаю в Качевском центре развития культуры. Должность у меня хормейстер. И я занимаюсь с двумя коллективами, детским коллективом фольклорным «Надея» называется, и еще работаю с коллективом взрослых участников, называется «Лымдыр-Чача», «Подснежник» в переводе. Я родилась в нашем районе, в Качевском районе, в маленькой деревушке, деревня Лобозова называется. Мама и отец у меня, и бабушка, и дедушка все были компермяками. Мы граничили с Юрлинским районом, и, как я думаю, что у нас фамилия Мелехина, это говорят, что это юрлинская фамилия. Наверное, все же откуда-то оттуда у нас корни. Дедушка и бабушка, 9 человек в семье были. Нас 5 детей. Папа, мама, дедушка и бабушка. Я считаю, что это большая семья у нас была. 9 человек. По сравнению сейчас, какие у нас семьи маленькие. Мама работала на ферме дояркой. А папа был трактористом в колхозе. Колхоз тогда у нас был. И мы маме ходили помогать на ферму с детства. У меня даже была корова в 6 лет. Я ходила доить эту корову. Малинка такая была. Как я помню с детства, у нас все разговаривали на компермяцком языке. И всегда. И на русском языке я даже не помню, чтобы у нас кто-то что-то говорил на русском языке. И я даже не помню, чтобы кто-то к нам русский приходил или приезжал в гости, и что мы на русском языке разговаривали с ним. Я вот это вот не помню. На русском языке я столкнулась, наверное, в первый раз, что совсем уже надо и думать на русском языке, и говорить. Это после 8 класса. Мы, девочки из нашей деревни, мы поступили учиться на швей-мотористок в город Верещагино. Там училище было, и так как мы из колхозных из семей колхозников, мы жили очень бедно. Там общежитие бесплатное, и там 3 раза кормят бесплатно, и обмундирование, рубашка, юбка, пиджак для учебы, пальто даже давали, даже обувь давали. И это все бесплатно, и мы поехали туда, дети колхозников. И вот там мы стали говорить на русском языке. Мы научились просто. Ну, я не помню, что было трудно. Для меня как компермяцкий воспринимался хорошо, так же и русский язык воспринимался тоже хорошо. Ну, больше-то разговорный-то больше у нас компермяцкий был, на русском не разговаривали никто. У меня дети не умели говорить на русском, не понимали ничего вообще, пока мы сюда не приехали. Когда мы приехали сюда, переехали жить, уже пошли вот в детский сад. Я росла в ясли, Любава в детский сад, и уже там разговаривали
все на русском языке. И еще вот такой момент. У нас Ярослав, он чистый компермяк был. Если с Любавой мы в каком-то году, перед тем, как переехать сюда, мы были в Пожве, лежали в больнице. Мы когда там тоже приехали, все дети русские. Любава не умела разговаривать и не понимала их, а они не понимали ее. И я очень быстро сориентировалась, и с ней, и если я бужу ее на русском языке. Я, если я веду ее кушать, то все тоже на русском языке. Она очень быстро научилась. А Ярослав вообще ничего. И все время он приходил из детского сада и все время говорил: а мы сегодня с тетей Леной на компермятском языке разговаривали. Тетя Лена у них нянечка была, и она разговаривала, видимо. И тогда уже удивлялись, что мы в больницу, когда пойдем, врач у нас была, педиатр, и с детьми мы зайдем, и я с ними на компермятском, и они со мной на компермятском. И она такая удивление, такое: «Ой, как дети на компермятском языке хорошо разговаривают!» И вот у меня тоже удивление было, что мы, компермяки, живем на территории компермятской, и человек удивляется, как на компермятском языке хорошо. Наоборот, это так и должно быть. А тут такое удивление. И вот я с этим столкнулась. Заходишь в магазин, там продавцы все, я точно знаю, что это компермячка и разговаривает на русском языке. Для меня это тоже удивление было, что как тут все на компермятском языке, никто уже не разговаривает. И как мы тут жить будем, компермяки, как общаться будем, и дети. И у меня детский фольклорный материал весь компермяцкий, а дети ко мне пришли, и все на русском языке разговаривают. И я в панике была. Я думала, как я буду учить свой материал с ними. А потом оказалось, что они дома у них разговаривают на компермятском языке. Некоторые даже разговаривать могут, а понимают почти все. Не понимают и не умеют разговаривать только те дети, у которых родители русские. И даже вот русские, кто были у меня в коллективе, девочки, они вот некоторые, даже вот Оксана у меня девочка была, она была русская, родители русские были, и она все время говорила: я всем слова даю, потому что они компермяки, а она русская, я ей не даю. Она говорит: мне тоже надо, я буду учить. И она учила, и даже без акцента у нее получалось. Вот есть люди, которые очень хотят, у них все время все будет получаться, а которые не хотят, их не заставишь. И вот, в позапрошлом году я столкнулась уже с тем, что дети уже вообще на компермятском языке не разговаривают, наши кочевские. В деревнях, да, есть еще, но и в деревнях сейчас все уже на русском языке разговаривают. Ребенок рождается, родители компермяки, а уже с ребенком разговаривают на русском языке. И я не смогла собрать фольклорный коллектив детский, потому что дети все разговаривают на русском языке, и они, если приходят на репетицию, я все равно на компермятский материал им пытаюсь дать и выучить, и они уходят. Они не хотят, им трудно. Они не проговаривают букву звук, звук у них не получается. У них получается э. А это уже акцент. И это когда быстро говорите вот так вот, слова непонятные становятся. Но русским покажется, что да, на каком-то другом языке разговаривают. А компермякам, вот я часто сижу, вот если концерт, артисты компермяки на компермятскую песню исполняют, вообще ничего понять нельзя иногда. Такой сильный акцент, и дети просто не то, что не хотят, они не умеют это произносить. Они не умеют эти звуки дж, африкаты у нас в алфавите тоже компермятские. Они не умеют их произносить тоже. Они везде, и дома, и в школе, и между собой разговаривают на русском языке. Я не смогла собрать свой детский фольклорный коллектив. Вот одна девочка ко мне ходит сейчас, она очень хочет,
Мы с ней что-то учим, даже диалог небольшой мы с ней выучили, которые вот дети приходят, уходят, приходят, уходят. Они не хотят это учить. Как мы не пытаемся через какие-то квесты, какие-то, через игры какие-то, через конкурсы что-то сохранить, если мы не будем разговаривать на родном языке от рождения с ребенком, у нас не будет ничего получаться. Ну, как я знаю, у нас, есть факультативы, но мне кажется, если это, например, в 1 год и 1 раз провели, ребенок навряд ли запомнит, потому что, когда-то весной у нас тут квест-игра тоже была с детьми, и у нас был как типа диктант. Мы придумывали, на русском писали слова, и они должны были написать их на коми-пермяцком языке. Я удивилась тому, я думала, что дети знают, что бабушки дома, они же в деревне ездят еще к бабушкам, что бабушки разговаривают на компермятском языке, они это все знают. Дети не знают ничего уже. Почти все знают нянь, пань, кань, кошка, хлеб и ложка. Вот это вот почти все знают. Остальные вот овечка, они уже не знают. Поросенок, они уже не знают. Как и очень много слов, названия птиц уже не знают, не знают. Почему-то какой-то был период, что вот сейчас стараются, я даже вот поеду в Кудымкар, и я чувствую, что если, например, в магазине продавец, чувствую, что по акценту или там по говору, или услышу с кем-то она говорила со мной на русский, и я начинаю на компермятском языке разговаривать. Я уже сейчас знаю, что на компермятском языке надо говорить. А вот тогда тоже вообще не разговаривали на компермятском языке. Все на русском. И ты в магазине на русском, и там где-то в больнице на русском. И у меня все равно акцент. Я потому что на родном языке много говорю. И акцент этот у меня не уберешь, как бы я ни старалась. Мне никогда никто не говорит, что ты, это позорно с тобой рядом стоять, что ты компермячка, ты что не русская, и это плохо, и это что отсталость какая-то. Я никогда в жизни не слышала, что вот оскорблял кто-то меня, что ты комик или компермячка, или кто еще. Вот, у меня вот знакомые были, что у них дети вот куда-то ехали, если учиться, что их считали, что они отсталые, что они грязные даже, что вот такие вот люди, что они недостойны в обществе с ними, с русскими находиться. И дети стыдились очень. И они вот поэтому у некоторых даже комплекс остался, что они, если вот, например, я начинаю где-то говорить, что ой, компермяцкий язык это наш родной язык, и надо учить и сохранять, и говорят, зачем? Это столько позору когда-то было с нами, и чтобы с нашими детьми так же было. Вот так начинают даже некоторые вот так вот говорить, что а зачем этот язык нужен? Что, куда-то мы с ним поедем или что? Так я говорю, так мы же народ, нас родили наши мамы на компермяцком языке, кто-то создавал этот язык. У нас литература стала, у нас алфавит стал, у нас писатели, поэты, песни у нас компермяцкие очень красивые. А как же? Зачем? Кто-то ведь это кто-то ведь для чего-то сделал, а мы сейчас все выбросим. Это тоже ведь нечестно по отношению к предкам, к нашим. Мы что-то тоже это нехорошее сделаем, плохое сделаем. У меня часто такие были случаи, когда ты точно знаешь, что человек, он компермяк, он может даже рос с тобой вместе, а тут начинаешь, разговаривать на компермяцком языке, и он, не знаю, может быть, это, величие, что ли, какое-то. Все равно, что ты так и осталась компермячкой, а я вон русская стала. Может, это хотят, что ли, показать. Вот это вот мне так кажется, что они начинают на русском. И вот, они ожидают, что ты сейчас тоже начнешь на русском, потому что, типа, я должна догадаться, что она, может, не понимает. А я все равно на компермяцком. И если он еще и дальше на русском языке, я просто прекращаю общаться, что я не хочу так разговаривать. Я знаю, что человек может на родном языке мне ответить.
это не только потеря языка, это потеря нашей культуры. Культура это как бы наша жизнь у коми-пермяков. Если я разговариваю уже на русском языке, надела коми-пермяцкий костюм, то кто я? Зачем я надела? Что я могу объяснить? А эти же обряды, всякие традиции, песни, литература, это же все пропадет, и это уже, конечно, не дай бог. Не хочется в это верить, что все пропадет, что как-то все равно как-то вот надо удержать наш язык, что не только язык пропадет, это все уже пропадет. Это все потому, что держится вместе, друг за дружку. Хочется верить, что не все еще потеряно. Может быть, кто-то еще появится такой человек, который скажет: так, коми-пермяки, учить в школе, чтобы разговаривали, это будет как закон. Хочется надеяться, ничего плохого в нашем языке нет. Очень красивый язык, свой язык. Я немножко пишу для взрослых, для детей, немножко прозу, немножко стихи, ну, песни немножко еще свои. О чем пишу? Обо всем, что сверху пошлет, о том и пишешь. О природе, о людях, о чувствах. Я начала писать, я немножко писала вот несколько стишочков. Я в школе когда училась, я была очень, стеснительная, но я почему-то вот несколько стихотворений у меня были. Где-то я, может быть, в 6-7 классе училась, никому не показывала, потому что я думала, что будут смеяться над этим. Ну, вообще не думала, что кому-то надо этим с кем-то надо поделиться. А потом, когда я стала уже работать в культуре и начала работать в клубе, там надо переделать сценарий, или на коми-пермяцкий язык надо перевести что-то, песни какие-то, сценарий весь надо перевести, или сочинить про какого-то человека, что-то у меня почему-то стихами пошло. Например, День пожилых людей, и к празднику про каждого человека из этих пожилых я что-то там стишочком каким-то расскажу. И людям это нравится. Я заметила, что людям больше нравится на коми-пермяцком языке, на своем языке, когда о нем, да, по телевизору никогда не говорили, ни в газете никогда не писали, а тут стихами про тебя. Потом я увидела конкурс на коми-пермяцкий литературный конкурс, что собираются работы, и этот конкурс длился 4 года, и я вот начала писать на этот конкурс зачем-то. И прозу, какие-то рассказы, сказки, и стихи какие-то, и детские, и взрослые, и все отправляла. И я думала, это просто так, просто участие. И, заняла 2 место в окружном. Очень удивилась, что тут даже уже и писатели, и поэты рядом сидят, а я даже 2 место заняла, и чё-то даже мне немножко неловко было, и как-то стыдно, что как это я посмела так. Вот, и потом нам сделали семинар, как правильно надо писать. Оказывается, я очень неправильно пишу. И я потом все переделала, я прислушалась к рекомендациям, и вот начала уже писать, как надо писать. Первая книга у меня уже как своя, чисто на коми-пермяцком языке. Там и проза, и стихи. «Олан Ланпасы. Знаки жизни». Она вышла в 2010 году. Потом вышли 2 книжки «Малышки».
по программе, по краевой какой-то национальной программе. 2 книжечки вышли, они маленькие, на русском и на компермятском языке. В переводе перевод то же самое я сделала. Потом тоже по краевой программе у нас кассетный вариант, там 5, у 5 авторов или у 6 авторов, у каждого поэзия вышла тоже с переводами. Вот эта вот книжка. И в прошлом году, вышла, детская книга уже в твёрдом переплёте. Тоже вот эта вот последняя книга у меня вышла. Она вышла, она очень долго у меня, вот последняя книга, она 7 лет у меня рукопись пролежала в издательстве. И за это время я тоже вот что-то я писала, одно другое, и для взрослых, и прозу, и стихи, и для детей. И вот сейчас немножко у меня тоже накопилось. Сейчас у меня рукопись прозы лежит в издательстве в Кудымкаре, тоже с 21 года уже. Никто не вспоминает об этом. И готовлю поэзию с переводами. Вот сейчас переводы делаю с компермятского на русский. И на детскую книжку еще есть немножко, если так поднатужиться, то можно тоже на книжку уже собрать. Так что вот что-то есть, что-то делаю бы. Но, конечно, не очень быстро это получается, медленно, но что-то хочется делать. Если уж я начала, это уже как затягивает. Это уже хочется делать. Было бы время и здоровье. И сначала я все делала только на компермятском языке. А потом, так как переводы надо делать, и иногда у меня получается на чисто русском языке, и их я уже на компермятский не перевожу. На русском я пишу не очень много и не очень часто, но просто для того, я бы и написала это на компермятском тоже. Но я хочу, чтобы еще и русский человек прочитал. И это потом переводить, и это уже не так получится, не так красиво получится. И поэтому я иногда настраиваюсь сразу, что это надо на русском языке написать. Но на родном, конечно, если ты родное хочешь что-то воспеть, что это на родном, конечно, приятнее писать. Русские слова – это же русские, а компермятский только у нас. И выразить этими словами можешь вот это вот только этими словами. Баса карща выр. Красивый осенний лес. Вот так вот скажешь, басок, арща, выр, и сразу как-то вот настроение такое, и цвета такие цветные уже в голове мысли какие-то появляются. Или басок шиланкыв, красивая песня. Или Рам Морт, добрый человек. Вот эта вот книжка у меня вышла. Она вышла в 2016 году. Она называется «Ловнам ми гортен, душой я дома». И вот там стихотворение, потому что есть такое, с этим названием, и вот это вот стихотворение я прочитаю. «А ловнам ми гортен, татен и мус не быджик, татен и валс ческыджик, татен и руса стымжик, до народной пелесок. Ловбинам те пандагорза, вира радуйчин монорса, щелом отжишлена корща, ветлама гортланя лок. Ветлама шуа, тулысан сылас кырмуус, кыррымавит джориджашас, петаскызон пычкиш выр. Ветлама, кырмича шонди, аслас югыризен шонтас, да шоны труан сывялас, дома пелеслыш тыр. Из детства я помню, что когда мы учились в Гайнцово в школе, там часовня была. И хотя и тут магазин был, мы в магазин бегали из школы, и я часовню не видела. Просто эту часовню уже не посещали как часовню, там был склад для зерна. И мы даже вот на кладбище, мы дети, октябрята, мы не ходили. Нельзя было. Высмеивали в школе. Если узнают, что на семик, например, сходили с родителями, это уже высмеивали на линейке, ругали, ну, как позорили, что позор.
Вот что Бога нет, Бога не веруют. Но у нас тоже бабушка и дедушка очень верующие были. У нас дедушка садился, если садились за стол, он сначала читал молитву, и вот эти вот всякие поминки, всякие, и к нам собирались бабушки, и они молились. У нас палати были, и мы маленькие лежали на палатях, и оттуда вот сверху смотрели, и как они молились, на коленях стояли, и пели эти молитвы. И если приходил папа, он мог даже разогнать их, что он как бы, он еще и бригадиром был, и что вот как это, в семье бригадира и такой молебен. У нас не было крестиков, мы были погруженные, у нас церкви не было, и нас не крестили, а дедушка у нас дедушка этим занимался. Он погружал, и считалось, что человек крещенный. Вот сейчас уже даже я в церкви спрашивала, если погруженный, то это считалось, что он крещенный. Вот так что дедушка, бабушка еще верили, а мама с папой, папа вообще, я не знаю, он у нас рано ушел из этой жизни, из нашей жизни. А мама начала верить только уже тогда, когда она уже вот, наверное, уже не стала работать тоже. Вот тогда она уже и молитвенники стала читать, молитвы, а вот так в годы советской власти вот не было такого, чтобы в открытую что-то кто-то делал. Обряды, какие вот, если семейно-бытовые обряды, это с глаз бабушка брызгала или дедушка. Молитву читали и брызгали, и нас брызгали тоже. Это не обязательно святая вода была, это просто на воду наговаривали молитву, и потом этой водой брызгали ребенка. И ребенок перестал или болеть, или плакать, или вот, например, несколько ночей ребенок не спит, плачет и плачет и плачет. Это говорили, что это с глаз. Могли сами родители сглазить. Так полюбовались очень сильно. Ребеночек у них такой шустрый, такой красивый, такой веселый, и все, и сглазили, и ребенок плачет, и вот они брызгали. Я даже вот сама, когда у меня Ярослав был маленький, дети у меня очень прыткие были и резвые очень были. И они когда-то в один вечер, мы еще в деревне тогда жили, они очень такой концерт нам показывали, бегали, кувыркались. Мы так смеялись над ними. И утром у меня ребенок не встал, Ярослав не встал, и мы не смогли его поднять с кровати, он закрывал лицо. Я впервые с этим столкнулась. Что такое? Ему где-то 2 года было всего лишь. Он закрывал полотенцем лицо и вот так вот держал, что не смотрите на меня, не смотрите на меня. Он только вот так что-то бормотал. Я вообще не могла, что такое случилось с ребенком. И он не давал себя тронуть даже. И когда мама пришла, я говорю, вот, ни температуры нет, и ничего. В скорую у нас телефона не было тогда даже. Ни в деревне, ни в соседней деревне. Иногда телефон там работал, иногда нет, и не позвонишь никуда. И транспорта нет, и в больницу не повезешь. Мама говорит, мы, наверное, вчера сглазили. И она взяла воду, она говорила, туда еще угольки надо бросить из печки. Если они утонут, то значит, что-то я забыла уже значение, если они утонут, то значит сглаз, а если не утонут, значит не сглаз. И я не вникала в эти подробности, утонули они или нет, но мама у нас там матица, и за матицу надо с ребенком встать, и она вот нашептала туда что-то, молитву какую-то, тоже я не знаю, какую даже молитву, и она брызнула, 1 раз только брызнула, и все, и ребенок у меня стянул полотенце с лица, и слез у меня, и вообще как ничего не бывало. Вот с той поры я стала верить. Но говорят, что это еще если брызнут, то человек, ребенок пугается и приходит в себя, что от этого. Но ведь от чего-то у него вот это было же, у маленького ребенка он еще представляться не может, что придумывать. Тем более
что тогда придумывать? У нас вообще интернета тогда еще не было, вообще ничего. И откуда он узнал бы, что надо закрывать лицо, и что, или он научил его кто-то. Это ведь что-то все же было. Вот с тех пор я осознала, что что-то есть. У нас была женщина, мы к ней ходили сами, например, когда вот или плохо себя чувствуешь, и что-то тревожность, она читала на водичку молитву какую-то, и э, пьешь потом эту водичку, и ты думаешь, больше и даже и не думаешь, что у тебя уже и голова не болит, и все это ушло. Может быть, есть такие таланты какие-то. Все же, может быть, есть. И еще, когда вот у дочери у нас концерт тут был, она немножко пела и ходила в вокальный коллектив петь. И у нее как раз выступление, у нее ячмень, и глаз опух так. И нам сказали, вот, что надо к этой женщине сходить. И мы сходили, и она что-то там, я не заходила, не видела, что она делала. Но у нее моментально этот ячмень ушел. Ну, я даже вот, я говорю, я вот в Бога верую, и как бы не хочется тоже уже вот думать, что вот это ведь совсем разные, это противоположные друг другу. И, а вот когда вот сталкиваешься и видишь воочию, что это как-то необъяснимо, и иногда даже начинаешь верить, но не понимаешь, как это произошло, как это может быть. Просто коми-пермяки, может быть, больше сохранилось, что ли, вот каких-то традиций у нас, у коми-пермяков. У нас вот в жизни, пока я росла и пока я не стала работать в Доме культуры, я тоже не знала ничего, что что-то у нас проводили. Вообще ничего. Это еще годы советской власти еще были. Но когда я стала работать в клубе, в деревенском, сельском клубе, я вот увидела, что вот тут вот в Качёво приезжали к нам с концертами фольклорные коллективы, и я думаю, а у нас еще есть бабушки. Почему я не могу собрать еще у нас ведь такие же люди? Они тоже и пели когда-то, и плясали, и что-то проводили. И что мы хуже других? Я пошла по деревням и стала собирать этот фольклор. Почему-то мне захотелось этот фольклор собирать. Не там какие-то эстрадные песни, там не что-то там развивать, танцевальные какие-то кружки, а вот именно, что вот фольклор мне почему-то вот что-то, может, осталось еще, что-то сохранить. И я вот пошла по бабушкам, я кое-что я записала еще, но что-то я уже не смогла. Если бабушка начинает петь, она уже первый куплет или сколько-то слов споет и говорит, я забыла, я не могу уже вспомнить. Вот некоторые песни я записала все. И тогда обряд Троицы, я узнала, что Троица, праздник русской березки тогда был. А вот тогда уже, что это Троица, стрыча. Говорили, что стрыча, я все думала, что такое стрыча, что это оказывается Троица или встреча. Встреча лета, весны с летом. И я начала собирать тоже у бабушки, у одной бабушки, Москаль Ивановна Алексеевна. Она очень уже старенькая тоже была, ей уже, наверное, где-то около 80 лет было. И она рассказала мне про Троицу, что в Троицу она такая слепенькая уже была, она сядет вот на этот вот, не лавочка, а как заваленка. Вот на эту заваленку она садилась вот так вот и сидела. И вот я, когда увижу ее, я прихожу к ней, и она вот рассказывала, что в Троицу они детьми, что ходили в лес. У нас тут лес недалеко, лесочек, и там болотистый участочек есть в этом лесу. И она рассказала, что они этот мох собирают, делают чучело, ничакань, кукла из мха. И они потом выходят, и парни были с ними, но парни в лес не заходили почему-то, только девочки, и старшие, и младшие. Они срубали березку, вот эту куклу из мха делали. И они сзади с березкой постарше, впереди две девочки, они вот как-то вот крестом вот так вот руки делали, туда садили эту куклу из мха. И выходили из леса и говорили, что вот
какую-то частушки пели. Вот у меня где-то тоже не написано, что вот мы сейчас, что пришла Троица, что мы сейчас срубили березку, и что сейчас мы пойдем и будем играть и гулять там. И вот так вот все несли, и парни шли молча рядом тоже, но не участвовали, не пели, ничего не держали, не несли, вот только девочки. И березку несли девочки, которые уже девушки, они скоро замуж выйдут, что. Вот они, вот поменьше, которые, они вот куклу. И эту куклу потом уносили за деревню, они собирались, березку ставили, куклу эту садили туда под березку и играли тут целый день с этой куклой. Играли, хороводы всякие тоже, игры какие-то проводили. И вечером уже к этой березке приходили взрослые уже и тоже и еду приносили, дар березке, и украшали березку. Когда уже весь праздник заканчивался, березку у нас речки не было, и там у нас ключ какой-то выходил, и тоже болотистое место, березку туда выбрасывали. А мох разбрасывали из этой куклы по земле и говорили, что пусть пусть плохое с водой идет, а хорошее на земле останется. Вот этот обряд я нигде не слышала, чтоб делали вот этот ничакань, и чтоб с этим ничаканем, с куклой ходили по деревне. И я вот нигде в литературе даже про эту куклу не слышала, и ни в каких материалах фольклорных, ни у кого ученых не слышала. И вот эта бабушка рассказала. Также она рассказала мне, что какие головные уборы носили когда-то, что кокошник, шамшуру, она сказала самшуру. На самом деле шамшура, ну, может, так они называли в деревне. И еще моршень, что она была старая. Если сейчас вот говорят, что у нас тут в Качевском районе, что шамшуру не носили, а откуда эта бабушка узнала? Она газеты не читала, телевизора у нее вообще не было, и газет-то, наверное, никогда не было. Она же помнит, что... И я очень хорошо помню, что я записала, что вот такие, когда говорили, что шамшуру в Качевском районе носили, я говорю, а откуда Анна Алексеевна тогда узнала? Из интернета, которого и мы даже еще не знали, что не было. Вот такой обряд. А когда мы стали уже жить тут, в Качево, тоже такой случай удивительный. У нас тут в речке, в Сепальке, очень много тонуло людей. За лето человек по 5, да что дотонуло. И мы снимали по улице Карла Маркса дом, и рядом с нами жила тоже старушка. Она тоже была слепая, у нее клещевой энцефалит был когда-то, и она на фоне этого ослепла. Но тоже ей было уже около 80 лет, тоже старая уже была, Любава с Ярославом все время помогать, дрова да что-то помогали ей заносить. Ой, как энтузиазм у них был такой, что это очень помогали. И она вот все рассказывала, и Любава, когда ходила в музей, в летний лагерь, и им сказали собрать былички, сходить вечером к бабушкам каким-то. И вот она пошла к этой бабушке, и она вот рассказала про щуку-русалку, что в этой реке Сепальке живет щука-русалка. И она что таскает мужиков. Она девушка, и она таскает. Тонули только мужики. Вот человек 5, ну, и каждый год вот тонут и тонут. Кто-то рыбачил, упал, утонул. Кто-то, ну, может, пьяный, кто-то искупаться залез, утонул. И она вот и рассказывала, что там щука-русалка, и что видели даже эту щуку-русалку, что кто-то мужик шел по дороге утром, уже светло было летом, и видит на берегу речки сидит девушка, волосы длинные, белые, а девушка голая. Ну, видно, что только что одежды нет. И мужик стал проходить, но он не стал подходить, что женщина голая сидит как-то неприлично. Он стал проходить, и она повернулась и стала манить, что иди сюда, иди. Он испугался и почесал дальше. И потом только вот уже прошел мост и слышит шлепок такой по воде. И что это круги пошли, что это русалка, это вот что была. Вот это Анна Илларионовна, она рассказала Любави. И когда-то в Миколу тоже у нас праздник,
День села проводили. И я мимо дома ходила на работу, мимо ее дома. И я тоже иду, и колокол звенит. И говорит, что сегодня, Микола, что? Я говорю, ну, Микола, и говорю, мероприятие у нас. И я иду на мероприятие. Она говорит, сейчас мероприятие проводят, а раньше, говорит, обряд проводили. Я говорю, какой? Она говорит, вот сейчас люди-то тонут, и в Миколу проводили обряд сдабривания русалки, вот этой щуки. И она показала мне вот тут пучки травы, она стала срывать и показывать, как это чучело делать. Но чучело делали из банных веников использованных, чтобы щука чувствовала запах человека. Что вот как человека делали, что накрывали тряпочкой какой-то и спускали в речку и говорили, что типа дар тебе этой щуке, русалке, и что у нас дети и у нас родители, и если ты возьмешь нас, это мужик должен спускать, что ты возьмешь, если меня, то у меня будут плакать. Вот тебе вот что такой же, как я, у него нет ни детей, ни родителей, по нему не будет никто плакать. Просто она показала, как сделать из веников, привязать голову, ручки, ножки. И мы вот так веник принесли, мы сделали этот обряд, мы спустили в речку, и после этого не стали тонуть люди. Вот сколько лет прошло, и вот, наверное, это мы где-то, не помню даже в каком году, и много лет, года 3 назад, что ли, утонул один мужик. И она сказала, что этот обряд не каждый год что делается, если только когда начинают что тонуть много, что постановить. И я вот потом думаю, или это совпадение, или правда что-то в этом есть. Я даже сама удивляюсь, что неужели все вот живешь и все удивляешься чему-то, каким-то явлениям. Потом я тоже стала искать в литературе, что делалось где-то это или нет еще, что неужели только у нас или может где-то сохранилось. И я тоже нашла, что где-то проводят на Миколу вот такой обряд, только чучело делают кто из соломы, кто из веток, вот так вот делают. И даже у нас Александра Николаевна Зайцева, начальник отдела культуры, была раньше. Она мне нашла какую-то газету, что в Африке даже такой обряд проводят. Вот такой удивительный обряд. Но почему-то в нашем районе эти обряды не подхватили, не поддержали. И вот сейчас мы этот обряд проводим не каждый год. В этом году мы не проводили на Миколу. Ну, если не надо каждый год, значит и не надо лишний раз пугать или там поддразнивать щуку-русалку. Вот, когда только надо будет тогда. Ой, похороны мух. Тоже этот обряд. Когда-то бабушка у нас, когда они еще живые были, тоже, если что-то рассказывать, начинают какие-то или стишки, какие-то вот такие диалоги смешные. И она все время говорила, что еще и мух что хоронят. А мне это не надо было, я в клубе тогда не работала, в культуре не работала, мне это не надо было. И я думала, что это просто какая-то шутка. И что они даже, я помню, разговаривали с соседкой у нас, сидели и вспоминали про этот обряд какой-то, и я думала, просто это шутка какая-то. Я же даже не зациклилась, мне это не надо было просто. Да, и тогда и нельзя было эти обряды-то всякие делать, которые, не знаю, не настояли на этом. Сама я не видела, что, я, может, училась, может, когда они проводили, может, они проводили втихаря, чтобы это семейно-бытовой обряд. Это каждый в своем доме делал. Это не со сцены, не в клубе организуются, да сделают там на показ. Это каждый просто надо было это сделать в каждом доме для очищения. Об этом я тогда не знала. И когда я уже начала в клубе работать, я вот тоже стала задумываться, что не зря же я запомнила вот эти бабушкины слова, и вот что мух хоронили. И все потом я спрашивала уже вот
когда уже бабушка умерла, и ее возраста уже никого не было, а были уже, которые помоложе, и они говорили, что мы не знаем, при нас это уже не делали. Мы не делали. Может быть, родители наши делали, а мы уже не делали. И совершенно случайно я в какой-то год, это было лет 5 назад, наверное, может больше даже уже, и я ходила к одному человеку, и вот мы стали вот что-то про обряды говорить, и вот что я в клубе работаю, что фольклором занимаюсь, да, и он говорит, а я, говорит, помню обряд такой, мух бабушка хранила, и мух, говорит, и клопов, он младше меня, даже возрастом. И я такая поворачиваюсь, я говорю, как помнишь такой обряд? Я говорю, давно еще этот обряд. Он говорит, да, я помню, что бабушка у нас в лапоть сажали какую-то тряпочку или что-то, если овощи какие-то были, сажали муху или этого клопа, и она тянула на веревочке этот лапоть, а мы, говорит, дети шли и ревели. Она сказала нам реветь. Типа как покойника провожают. А она, говорит, то ли какую-то молитву говорила, то ли что. Я, говорит, маленький был. Я это не помню. А вот это вот, что, говорит, или погода хорошая была, или дождь, или снег, все равно, говорит, это мы делали. Все, я зацепилась, что все, я главное, что это... И я узнала, что как это делать, и в самом деле, что делали в нашем районе. Я вот что-то думала, и думаю, надо вот это вот попробовать сделать. И вот мы как-то с коллективом собрались, и года 3 назад, наверное, в первый раз мы сделали. Я еще информацию поискала тоже в литературе, в интернете поискала, что где-то что-то делают такое еще или нет, и что там, смысл какой, что хоронили насекомых для очищения избы при подготовке к зиме, что похоронят, и все мухи уйдут, уже не будет ни мух, ни тараканов, ни клопов, всех насекомых, чтобы зимой не кусали, уже спокойно дали пожить. А самый-то настоящий смысл, что это прикрытие просто, что из-за этого все равно никакие тараканы на зиму не уйдут никуда. Они, наоборот, поселятся в доме. А самый-то вот смысл, что они, эти насекомые, хоть и некоторые вот клопы, да что-то, они не летали, но у них все равно ведь есть крылышки. Такие крылышки все равно есть. И что живыми их хоронили для того, чтобы они смогли на своих крылышках поднять души умерших родителей, которые в миг же спускаются все родители. Их Бог отпускает на землю, они среди нас, и что если кого-то плохо поминали или не поминали кого-то, чтобы вот эти вот насекомые помогли этим душам подняться обратно наверх. Вот почему-то откуда-то наши бабушки об этом знали, что не могут подняться, и что вот эти вот насекомые на крылышках своих поднимут их. И мне стало это, что я очень хочу, что мало ли я тоже своих бабушек, может быть, где-то не помянула, или что я очень хочу, чтобы они на небо поднялись обратно, чтобы спокойно там жили, и что и нам спокойно от этого было. И вот мы стали проводить этот обряд, и я думаю, может, участницы как-то вот подумают об этом, и каждый вывод для себя сделает, и каждый будут проводить это. Это как бы таинство. Это не на народ делалось, а чтобы вот каждый задумался, что наших родителей-то ведь надо помнить, и чтобы хорошо им было. И хороним там, и вот и плакать надо. Что если не будешь плакать, что именно чтобы как по покойнику, если не будешь плакать, то муха не поверит в это. Ну вот это вот тоже, сейчас если кому рассказываю, что они думают, что это такое вообще, что за чушь? Но если вот правда, что-то ведь, если задуматься, это ведь правда что-то есть. Это и Бог есть. И кто Бог, или мы называем Богом, а может быть кто-то другой. Кто-то все равно есть. И неграмотные эти старушки зачем-то это делали.
потому что верили или кто-то им сказал. Зачем бы они стали заниматься вот этим вот какой-то, если сказать, что ерундой какой-то? Это значит не ерунда? Я считаю, что это не что-то, не выдумка какая-то, это в этом что-то есть. И поэтому пока я здесь работаю, я буду все равно как бы людям говорить, что это надо делать. Для себя это надо делать. Для себя, для нашего будущего. Вот, не знаю, будут или нет делать. Они тоже воспитаны уже в советское время, и они уже отошедшие от этих всяких обрядов, что считалось предрассудками. И сейчас все еще, наверное, считается. Хотя уже сейчас задуматься, наверное, надо в нашей жизни. У нас до 17 человек доходило в коллективе. Потом эти старые бабушки умирать начали, они умерли все уже. И вот постепенно вот поменялись они все. Сейчас вот при мне уже первый, второй, третий уже, как третий как набор уже. Я этот коллектив не создавала. Я переехала сюда. Этот коллектив был, он образовался в 79 году. Я с 2002 года. Тогда, наверное, 23, что ли, года было коллективу. Он был сначала просто фольклорным коллективом, без названия, потом дали «Подснежник». Так как Лымдар-Чача переводится «подснежник», Лымдар-Чача – первый коллектив в Коми-Пермяцком округе фольклорный. И поэтому как-то еще, что «Подснежник» – первый весенний цветок, и вот что первый коллектив. Вот тогда вот пошло уже это движение фольклорное, и я говорю, мы, фольклорный ансамбль Лымдар-Чача, мы талисман. Мы первые были, и потом движение это фольклорное вон как расширилось. В Коми-Пермяцком округе почти в каждой деревне фольклорные коллективы. Идея создания вот именно, что было, чтобы сохранить что-то и из старины. Старшему участнику у нас 77 лет. А вот так в основном 60-65, наверное, средний возраст коллектива. И у нас сейчас 9 человек в коллективе. Тоже молодежь плохо идет в коллектив, потому что, может быть, еще из-за времени репетиционного бабушки, они не хотят вечером ходить уже. Они просто не будут ходить вечером уже. А молодые работают днем, и с ними как бы тоже они не могут уйти с работы днем. Ну, может, еще и что-то другое. Может, жизнь ведь у нас идет вперед, и они тоже всякое видят, и сейчас и эти всякие вокальные коллективы образуются. Это же интеллигенция тоже уже. Это уже не деревенские женщины, которым некуда больше идти, они хотят сплотиться и что-то вот посидеть, попеть. Это тоже интеллигенция, и они хотят бы исполнять больше советские песни, советских времен, песни их молодости хотят исполнять. И поэтому вот молодежь помоложе, они вокальные хотят ходить, комсомольские песни, там какие-то вот такие вот. А вот эти вот старые песни, они ведь тоже трудно их учить. Там такие нюансы есть, что вот некоторые песни мы, может, лет 10 уже исполняем, но все равно мы вот не так исполняем уже. Я не могу их научить, они все равно по-своему уже поют. Это слово надо произносить правильно, как они передали. Вот сейчас вот молодые уже не хотят это делать. Они возьмут микрофон, там караоке или там еще что-то. Вот у нас больше пожилых. Но очень тоже хочется, чтобы молодые у нас были. Я тоже буду надеяться, чтобы коллектив не сник, не пропал, не ушел. Какое будущее? Думаю, думать, наверное, об этом бесполезно. Надо, наверное, просто надеяться, что все ж таки у нас все сохранится, что преемники все же у нас будут, что
дети что-то у нас все же чему-то у нас научатся и сохранят, и будут помнить. И кто знает, как повернет жизнь, может быть, вот какая-то есть надежда, что все же появится кто-то, какой-то человек, что он повернет все это, и что у нас будет все восстанавливаться. Вот хочется в это верить. Думать, и я не могу сказать, что я так думаю. Мне просто хочется верить в это. Сейчас у нас такая жизнь, что все новое, новое, новое. Пусть это новое, пусть это будет. Никуда не деться. Это жизнь. Жизнь идет вперед. Но старое надо как-то сохранять. Может быть, еще и как-то придумают, что все это сохранить. Надо и как-то сохранить, чтобы уже не потерять. Туризм. Мы можем познакомить с какой-то традицией, например, с семейной. Можем показать песни, можем свадебные обрядовые что-то показать. Можем наш уникальный тупитап показать, научить их, мастер-класс провести. Можем показать, как ткут изделия наши кумпермяцкие старинным способом. Можем угостить какими-то блюдами традиционными. Ну, у кого русские печки, они еще пекут наши... на русском языке говорят шанишка, но на самом деле это не шанишка. У нас говорят, это тупощ. Тупощ – это тесто, и где крупа сверху, замоченная в сметане. Тупощ обыкновенный и тупощ с крупой, с начинкой. Так и сур еще у нас тоже делают. Сур – это тоже, можно сказать, что это пиво, но тоже это как национальное название у нас как бы не переводится. Сур – это и есть сур, а пиво – это и есть пиво. Вот этим можем угостить. У нас пеканы растут. Весной мы можем приготовить из пеканов, из этих что-то. Потом эти полевой хвощ, пистики называют. Может, где-то еще тоже это собирают и готовят из них блюда, но у нас это тоже считается национальным блюдом. Ну, я бы не сказала, что у нас очень хорошо развит туризм или хорошо даже развит. Как бы я не могу сказать, что у нас очень часто приезжают и сплошь и рядом каждый день. Вот, наверное, еще до совершенства мы не дошли. Это, наверное, очень высоко будет сказано, что совершенство. Может быть, еще у нас опыта не хватает. Наберемся опыта. Если мы будем стараться завлекать, вовлекать людей именно тем, что у нас есть, чтобы правдоподобно было, правдоподобное свое показывать и сохранять, и передавать, и очаровывать, что нашим уникальным, что у нас есть уникальное этим, что нет ни у кого больше, и никто так не сделает, только мы. Ну, конечно, есть у нас, например, в Пармайлово этот парк деревянных скульптур. Очень интересный человек, который этим занимается. Я считаю, что это талант. Не каждый может этим заниматься, что не всем это дано. Кто-то, может, и захочет, но не получается. А этот человек уже и такой парк уже сделал, вырезал, можно сказать. Вот, ну что еще у нас? У нас кедровник, леса памятные есть, такие отличительные. Если по праздникам посмотреть, у нас вот такие проводят обрядные мероприятия, в Кукушке, вот, например, Троицу сейчас проводят, в Коче быкобой, вот это тоже меня очень впечатлило, когда вот первый раз мы ездили в Кочёво, ну,
О людях, может быть, еще сказать, какие люди. Ну, может быть, даже и простой человечек, а что-то вот особенное в этом человеке есть. Мне кажется, у нас главное богатство и главная достопримечательность — это люди. Такие интересные иногда встретишь человека неприметный, встретишь, даже как-то вот улыбнется он, и уже думаешь, что-то в этом человеке есть. Кывлан гораговк. Вот отзвук нашего языка, родного языка. Кывлан гораговк. Дона небыт сыстым радейтана, медбасык, медбыча медколана, лоо мортла аслас чужанкыв, сия шылад и шиланкыв, сывылын баитлис менің мама медочкывес, ласковощ, дарамощ, шонди, енаж, нянь да чужанин, шонат, югыт, небыт, рамбыд ним. Кинка шуас, пафос сетен вывти, мы понда сижлеп та нащит кывта, мы понда те ошкан сия сидь, джиколаны цышань гажа видь. Овла сидь, оланы сышань гажма, котиена жын кымырыс руд да лажмыт, йыз куласын кылан чужан кыв, гаштымыз шылымищ мунас дыв. Вот мыля милеп та кыв сащим, мед бы гора говкан мунис тащань, тыдис быдыс мед пермяк лишму, пафосын бы это эгмешу.